Всем привет! В этом видео покажу, как можно устранить провисание дверей на автомобиле. Покажу два способа. Как правило, двери, когда провисают, они плохо закрываются, цепляют за кузов, царапают краску на кузове и на самих дверях, начинает глючить центральный замок и так далее. На автомобиле есть вот такая, так скажем, скоба, которая прикручена к кузову. Если у вас двери только слегка цепляют, чувствуется вот за эту скобу, то можно эти два болтика приотпустить и немножко этой скобкой подрегулировать, так как она двигается вверх-вниз. Когда дверь провисает, начинает она цеплять замком вот за эту скобу. Тогда изнашивается вот эта часть вот этой скобки и начинает глючить центральный замок, так как в замке стоит микрик. В некоторых случаях стоит вот вместо этой вот такая скобка, тогда в ней стоит микрик. Вот. Тогда снашивается вот это место и тоже глючит центральный замок. Но это, если только чуть-чуть дверь провисла, немного совсем, то это спасет. Если у вас дверь провисла побольше и уже начинает даже цеплять, то тогда эту дверь можно отрегулировать и восстановить при помощи обыкновенной гаечки. Вот так обмотали скотчем для того, чтобы не поцарапать краску сильно. И обязательно ложим вот именно в это место. И закрываем дверь. Теперь, когда дверь закрыли, чувствуем, упирается дверь в гаечку и слегка нажимаем на дверь. И такими движениями равняем дверь, так сказать, ее приподнимаем. Выбираем гаечку и смотрим, насколько наши двери поднялись, так сказать, выровнялись. По идее, должны уже ровненько быть. Если нет, повторим эту процедуру. Как видим, при помощи гаечки дверь мы выровняли, и зазоры у нас ровненькие. Закрывается очень легко. Если в дверях есть вот такая выработка, то уже в принципе первым способом при помощи гайки поднять и выровнять двери не получится. Здесь надо делать вот так. Значит, что дальше делаем? Кручиваем эти два болтика. Открутили болтики. Потом делаем вот такую из жести вставочку и вставляем ее внутрь. Теперь, когда болтики закрутили, до конца не зажимаем, равняем дверь, и если надо, еще при помощи гаечки дорабатываем дверь. Я думаю, будет все ровненько и красиво. Как видите, вот такими способами можно спокойно выровнять и приподнять любую дверь на любом автомобиле. Ну, как-то так, ребятки. Всем спасибо за внимание, всем пока.